Всем привет, друзья и гости моего канала. Сегодня два легкокрылых ангела примостились у меня в руках. В преддверии Светлого Христового Воскресения сегодня покажу вам, как из простого воланчика сделать такого ангелочка. Оставайтесь со мной, друзья, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Давайте начнем наш видеоурок. Для того, чтобы сделать нашего ангелочка, нам понадобятся материалы. Наполнитель для подарков. Основная форма для ангела — это вот такой вот воланчик. У меня перьевой, но может быть он и пластиковый. Пластиковые глазки, лента органза шириной 78 мм, небольшой отрезок флористической проволоки, карандаш, пинцет, ножницы, блестки для дизайна ногтей или просто блестки для творческих работ, зажигалка, кусачки для проволоки, небольшое количество клея ПВА, термоклей. И также оклеивать ангела мы будем вот такой вот салфеткой для кондитерских изделий. Диаметр такой салфеточки бумажной 26 сантиметров. Для ножек и ручек ангелочка нам потребуется вот такая вот белая пушистая синельная проволока. Для начала мы возьмем наполнитель для подарков и нарежем его на вот такую вот крошку. Это нам понадобится для того, чтобы ангелочку сделать кудри. В общем, пока достаточно. Если нужно, можно будет потом подровнять прическу у ангела. И займемся сейчас личиком. Да? Если у вас воланчик такой уже не очень новый, подержанный, да, можно покрыть вот эту часть белой акриловой краской. Я вот таким контуром покрывала на 2 раза, чтобы сделать его более белым, светлым, новым. И первым делом я обозначу то место, которое не будет заполнено у нас вот этой стружкой, то есть прической. Вот где-то я этот воланчик 2/3 отступаю от низа. Да, вот это у нас, естественно, мордашка будет. И вот здесь провожу линию, намечаю. Личика прочертили, и теперь сразу воспользуемся проволокой. Это флористическая проволока диаметром 0,7 мм. И небольшая хитрость. Сейчас мы будем делать нимб нашему ангелочку. Для этого нам нужно будет подготовить 2 окружности. Для этого я пользуюсь вот этой крышечкой. Вы можете воспользоваться чем-то другим. То есть загибаю. И делаю еще одну петельку. В общем, 2 ровных кружочка нам нужно. Одно побольше, другое поменьше. И кусачками обрезаю лишнюю проволоку. Вот такой вот нимб будет у нашего ангелочка. Вот эту часть будем декорировать блестками, а эту часть посадим на клей вот таким вот образом на центр нашего воланчика. Вот у меня имеются вот такие легчайшие абсолютно блестки, потрясающие, разноцветные, для дизайна ногтей. Либо можно взять для творческих работ, тоже бывают золотого цвета, да, белые. И для этого как раз мне понадобится 1 капелька клея ПВА.
Погружаю верхний ободок, который нам нужно декорировать, в клей. И обсыпаю или вот так вот погружаю наши блесточки. Получаем такую красоту. И на какое-то время даем подсохнуть. Оставим на некоторое время и пока займемся одеждой нашего ангелочка. Я беру бумажную салфеточку, складываю ее пополам и еще раз пополам. Порежем ее на 4 сектора. Будем оклеивать воланчик, тельце ангелочка. Вторую половинку пока отложим. Нам нужна ажурная часть, красивая. Поэтому серединку можно вот так срезать и попробовать одеть нашего ангелочка. Вы можете оклеить на самом деле воланчик. Не обязательно бумажной салфеткой, можно кружевом красивым. Вот у меня здесь личико, и спереди таким образом сделаю одежду нашему ангелочку. Нанесу клей. Воланчики — это такая вещь, которая очень много в нашей семье, потому что моя дочка занимается бадминтоном. Мы перьевые воланчики постоянно покупаем. Потом они выходят из строя. И у меня есть возможность так выдумывать разные разности и делать творческие эксперименты. Так вот, спереди это выглядит вот так. И для задней части мы тоже сделаем небольшую юбочку, шлейф. Тоже убираем бумажную часть, оставляем резное бумажное кружево и заклеиваем заднюю часть. Мы сначала немножко подогнем крайней части к серединке, сделаем такой небольшой шлейф. Таким образом закроем спинку ангелу. Пока я занималась одежкой, платьицем, наш нимб уже подсох. И теперь мы нанесем уже термоклей вот на нижний ободок и посадим на макушку ангелу нашу конструкцию.
Старайтесь делать аккуратно, пользуйтесь пинцетом, чтобы не обжечь пальчики. Прижимаю. Теперь будем устраивать прическу нашему ангелу. На самом деле немножко сомневаюсь, может быть, не все полоски я хорошенько укоротила, но можно будет потом его немножко подстричь. А что мы делаем? Наносим на всю часть, кроме личика, термоклей. И обваливаем. Просто сверху буду насыпать. Пока клей не подсыхает, пока клей горячий, буду наклеивать сверху прическу. На макушечку тоже. Когда прическа готова, можно заняться личиком. Самая такая кропотливая работа с прической и с нимбом. И теперь глазки. Глазки вы можете и нарисовать, и взять пластиковые. Есть у меня пластиковые глазки такие вот более чудные, да, смешные. Есть глазки более такие душевные, с ресничками. Ну вот, потом сравните. Я покажу вам несколько вариантов. Такие глазки лучше. Иногда пользуюсь вот таким вот клеем Момент Кристалл для мелких деталей, чтобы не обжечь пальцы горячим пистолетом. И, в общем-то, для таких, для полубусин, для пластиковых глазок пользуюсь этим клеем. Глазик номер 1, глазик номер 2. Такой вот милый получился у нас человек, или не человек. Синильная проволока. Сгибаем ее пополам, белого цвета у меня. Вот 2 тоненькие ножки будут. Вот на эту петельку наносим термоклей и подклеиваем с внутренней стороны воланчика. Можно будет согнуть ему ножки в полете. У нас осталась вторая половинка нашей салфетки. Режем еще на 2 сектора и сделаем ручки. Тоже отрезаем. Складываем конвертиком.
такие рукавчики. Отклеим по бокам нашего ангела, и он обретет свои ручки. Чуть поднарежу. Конечно, это сувенир на скорую руку. Может быть, он недолго нам прослужит, но делается работа такая увлекательная. Можно с детками изготовить таких ангелочков. Можно внутри воланчика поместить светодиодную вот такую вот гирлянду и вообще сделать их светящимися, да, изнутри. Мне кажется, очень много вариантов, и можно им разные сделать, стружку разного цвета. Вот сейчас я хочу сделать, у меня тесьма такая вот красивая, я хочу сделать ему воротничок. Для этого вот лишнее сострижем. У меня вот похоже на воротник нечто, да, такое. Сейчас я опалю краешки зажигалкой. Так. Так. Так, что-то похоже на воротничок получается. И мне это очень нравится. Вот мы как раз сейчас закроем. Видите, сделаем вот такой воротничок нашему ангелу. Да, многих раздражает, что я говорю нашему. Так вот получается, друзья. Прошу прощения у всех. Увлекаюсь, не слышу, что я говорю. Не контролирую себя. То есть часть мозгов уходит на создание игрушки. Можно, конечно, заняться множеством деталей и даже сделать пуговичку нашего ангела. Вот здесь в серединке, например. Если у вас есть полубусины, если у вас много всего, а у рукодельниц чего только нет, особенно рукодельниц со стажем, вот такие вот прекрасные бусины. Я сейчас найду голубенького цвета, может быть даже меньшего диаметра. Так. Ну хорошо. В общем, не будем сильно мельчить. Воспользуюсь клеем Момент Кристалл. Очень кропотливая работа. На самом деле можете иголочкой нанести клей. Не так, как я, но ладно. Воротничок готов. Теперь у нас мы дошли до ручек. Две ручки, которые будут держать в руках. Что они будут держать в руках, вы можете тоже сами придумывать. У меня вот есть, может он держать такое сердечко такое, может звездочку какую-нибудь, может быть, не знаю. Или букет цветочков, который я тоже составила из элементов декоративных. Так, ручки проволоку мы делим пополам и подклеиваем вот в эти конусы
да, на капельку клея, тоже термоклея, подклеиваем ручки. Так, ручки мы согнем в локтях. Сложим между собой. Сцепим кисти между собой, и вы можете дать ему в руки сердце, букет цветов. Хочется сердца все-таки. Не знаю почему. Ну и самое интересное, конечно, это крылышки. Насчет крылышек, вот тут я разные примеряла разные модели крылышек. Вы можете взять перышки и сделать. В этом тоже есть какая-то прелесть, да, воздушность. Мне нравится. Если совсем лениво, можно воспользоваться 2 ватными дисками, которые вот таким вот образом прикрепите к нему на спинку. Получится такой вот ангелочек. И я сегодня еще раз покажу. Одно крыло я уже сделала. И сейчас сделаю второе крылышко. Для этого мне и понадобится лента органза шириной 7 сантиметров и где-то примерно 8 миллиметров. Такая вот широкая лента капроновая, из которой делаются лепестки канзаши при помощи зажигалки и пинцета. Внимательно посмотрите, я показываю, да? Мы складываем так отрезок, длина нашего отрезка, внимание, длина нашего отрезка 13 сантиметров, и мы складываем его пополам. Обязательно для удобства сложения нашего лепесточка мы прихватываем огнем эти краешки, чтобы они не смещались у нас. Место сгиба сверху, и мы еще раз складываем пополам и прихватываем огнем серединку. Делаем защип такой небольшой, вот, что получается. Далее вот эту часть мы должны немножко утопить вовнутрь. И капелька здесь. И тоже прихватить огнем. Поворачиваем другой стороной и симметрично стараясь сделать, да. Также вовнутрь сделаем вторую петельку. Они у нас примерно одинаковые с одной и с другой стороны. Складываем друг с дружкой вот эти части, еще раз между собой спаиваем огнем. Вот что получилось. Далее
лишнее срезаем. Здесь и здесь. Зажимаем пинцетом и все места среза проходимся огнем. Получается вот такой вот лепесточек-капелька, с которой будем склеивать крылышки. Итак, еще раз покажу. Мы складываем наш отрезок пополам, краешки фиксируем огнем. Можно подрезать. Так. Складываем пополам. Буквально совсем чуть-чуть, да, просто фиксируем, вот защип такой. И делаем 2 капельки с одной и с другой стороны. Конечно, с такими крылышками работа дольше у нас получается, но хочется сделать хорошо, красиво. Если у вас время есть, почему бы и не сделать такой классный лепесток, если у вас есть такая лента. Так, одно крылышко у меня склеено, и сейчас склеим еще одно. Будем наносить клей на бочок лепестка и таким вот образом склеивать их друг с дружкой. Нанесу. Очень воздушные получаются эти лепестки. Похожи на крылья бабочки даже, мне кажется. Так, мы склеиваем между собой правое и левое крылышко. Потом легче будет установить на спинку.
Такой вот ангелочек у нас получился. Я хочу приклеить петельку, за которую можно будет его подвесить. И также декоративный элемент и ниточку. Вот у меня такая есть суровая нитка. Ну вот, друзья, вот такой ангел у нас получился. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайк. Не судите слишком строго. Однако мне мой ангел нравится. У меня есть еще несколько вариантов с другими глазками. Более такой, он более смешной получается. Здесь что ли больше на девочку похоже, не знаю. Я экспериментировала с крылышками и по-разному прикрепляла эти лепестки. Но в любом случае 3 ангела у меня получилось. И лепесточки из органзы смотрятся воздушно и хорошо. Целый сон ангелов у меня сегодня получился. Я желаю вам приятного творчества, друзья. Пишите комментарии, делитесь творческими идеями. Будем с вами дружить. Подписывайтесь на мой канал. Я всем желаю приятного творчества. Пока-пока.